Всем привет из Израиля! Я приглашаю вас в путешествие по истории земли Израиля. Мы пройдем 4000 лет истории Эрец-Исраэль. Вас ждут только исторические факты, без политики. Земля Израиля священна для еврейского народа со времен библейских патриархов Авраама, Исаака и Якова. Этот период относится ко второму тысячелетию до нашей эры. Согласно Библии, пастушеский род Якова, который впоследствии был назван Израилем, прародителем евреев, вследствие голода покинул Ханаан. В те времена Ханаан включал южную часть современной Сирии и Ливана, территорию Израиля и Западной Иордании. Так вот, род Якова Израиля переселился в Египет. Согласно Библии, израильтяне пребывали в Египте 430 лет. В течение этого времени их численность значительно увеличилась, что угрожало египетской государственности. Израильтяне подвергались тяжелому труду и издевательствам. Один из фараонов даже приказал убивать всех рожденных мальчиков из племени израильтян. В это время рождается Моисей, будущий вождь и освободитель еврейского народа. Когда Моисей вырос, ему явился Бог и повелел вывести израильтян из рабства и вернуться в Ханаан. Согласно Библии, земля Израиля, Ханаан, была завещана евреям Богом с тем, чтобы стать землей обетованной. Исход евреев из Египта после 40 лет скитаний завершился военной кампанией под предводительством Иисуса Навина, которая продолжалась 7 лет. В результате ханаанская земля была разделена между 12 еврейскими племенами, и воцарилась эпоха судей, в руках которых сосредоточилась власть, и они являлись правителями народа. При этом верховным судьей Израиля являлся Бог. Самыми известными судьями были Самуил и Самсон. В эпоху судей, в XII веке до нашей эры, в эти земли вторглись греческие племена, называемые народы моря, или, как их называли израильтяне, плиштим, что означает «вторгшиеся», «чужаки», «захватчики». Эти народы оккупировали часть Средиземноморского побережья, которая включала Газу, Аскалон и Ашдод. Запомните эту информацию. Эту полоску земли иудеи назвали Плешет. В греческом переводе древнееврейские буквы зазвучали как Филистия, который греки произносили как Палестина. Жители Филистии, филистимляне, никакого отношения к арабам не имели и со временем ассимилировались с хананейско-еврейским населением этой территории. Эпоха судей продолжалась до X века до нашей эры. Со временем среди 12 колен начинает происходить разобщение, приведшее к религиозному упадку. Судьи судили нечестно, и народ потребовал себе царя, первым из которых стал Саул. Саул объединил 12 колен в единое иудейское царство Израиль. Иудейское царство просуществовало всего 120 лет. Им правили 3 царя – Саул, Давид и Соломон. Соломоном был построен первый Иерусалимский храм. Во времена существования Иудейского царства филистимляне постоянно совершали разорительные набеги на Израиль. Именно тогда иудейский царь Давид вызвал на поединок и убил филистимлянского гиганта Голиафа. С тех же времен сохранилась написанная в Танахе красивая легенда о влюбленном иудейском герое Самсоне и филистимлянской красавице Далиле. Ссылку на эту историю оставлю вот здесь и в описании к этому видео. Но вернемся к Иудейскому царству. Просуществовав 120 лет, оно распалось на Северное царство, именуемое Израилем, и Южное, именуемое Иудеей. Через 200 с лишним лет, примерно в 722 году до нашей эры, Израильское царство было завоевано Ассирией. А еще через 136 лет, в 605 году до нашей эры, Израильское царство и Иудея были оккупированы Вавилонией. Вавилонский царь
Навуходоносор II захватил и уничтожил Иерусалим. При этом был разрушен первый Иерусалимский храм. Вавилоняне вывели из страны огромное количество пленных, составлявших примерно 10-ю часть от общего населения страны. Великий плен продолжался почти 70 лет. Иудея находилась под властью Вавилонии, пока ее не завоевала Персия. Одна империя сменяет другую, и на политическую арену выходит Македония во главе с Александром Македонским, который среди прочих государств вторгается в Иудею. Так началась эллинизация Иудеи. Идеология, философия, традиции и нравы греческой культуры усиленно навязывались и влияли на иудеев. Не случайно все книги Нового Завета написаны на греческом языке. После смерти Александра Македонского его империя раскалывается между его двумя военачальниками – Птоломеем и Селевком. Граница их владений находилась в Иудее. Сначала Иудея находилась под властью Птоломеев, но через несколько десятков лет в результате ожесточенных боев за эти земли Иудея отошла Селевкидам. Эллинизация народов Израиля продолжалась. Гонения евреев носили жесткий характер. В 167 году до нашей эры селевкидский царь Антиох превратил Иерусалимский храм в храм Зевса. Апогеем гонений на иудаизм стали языческие жертвоприношения в главной еврейской святыне – Иерусалимском храме, который был осквернен принесением в жертву нечистых животных – свиней и собак. Недовольство евреев росло. Восстание евреев под предводительством династии Хасмонеев, известная как Маковейская война, закончилась победой Иудеи. Независимость Иудея была 100 лет. На политическую арену выходит могущественный Рим. Римская империя завоевывает Европу и страны Средиземноморья, окончательно уничтожив империю селевкидов, завоевывая Иудею и Сирию. В 64 году до нашей эры Израиль теряет свою самостоятельность вплоть до 20 века. Иудея становится римской провинцией. Римским прокуратором Иудеи становится Ирод Великий, основатель идумейской династии Иродиадов. В это время в Израиле рождается самый знаменитый в мире еврей по имени Иисус. Спустя около 3 веков рождение Христа принесет новое летоисчисление от его рождения, называемое нашей эрой. Иисус был Мессией, но не все в него поверили. Иисус придает новое толкование заповедям Торы и проповедует любовь к Богу и ближнему. Появляется новая церковь, которая состоит в первую очередь из поверивших Христу евреев. Хочу обратить ваше внимание, что некоторые даты приблизительны, поскольку нет достаточно исторических данных, чтобы установить точную дату того или иного события. Продолжение путешествия по становлению иудейской государственности в период от римского завоевания Эрец-Исраэль и до наших дней в следующем выпуске. Подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить. Всем мирного неба!